Добрый день, друзья! С вами Ильнар Зарипов, и мы сегодня в гостях у Лизы Ершова. И сегодня мы с ней приготовим очень вкусное блюдо, которое Лиза любит готовить для себя и для своих близких. Да, всем привет! Меня зовут Лиза. Я маркетолог, и я очень люблю вкусно кушать, люблю кормить свою семью, своих друзей, и очень люблю правильное питание. Дома это сделать гораздо легче, на даче сложнее, но у меня есть блюдо, которое ест вся моя семья, оно готовится без жира, на простых продуктах доступных. Это жаркое. Жаркое из филе бедра индейки. Лиза, ты начинай какие-то манипуляции производить, и там, где нужно тебе помочь, говори, я с удовольствием тебе буду помогать. Обычно свое любимое жаркое я готовлю в казане на очаге, на улице. Но сегодня пасмурная погода неоднозначная. Чтобы не попасть под дождик, мы переместились на нашу любимую террасу. Здесь мы собираемся всей семьей. И жаркое будем готовить на плитке, просто в казане на плитке. Для приготовления нам потребуется филе бедра индейки, томаты, картофель, лук и морковь, и зелень. Зелень всегда добавляет классный аромат и привкус, дает такой классный акцент. Я использую фиолетовый базилик. Но можно использовать любую зелень на ваш вкус, петрушку, лук, все что угодно. У нас на даче есть все, поэтому мы под настроение. Что пошли, срезали, то и попало в казан. Такое чувственное блюдо, скажем так, блюдо хорошего настроения. Да, да. Так, надо начинать чистить картошку и лук. Давай. Давай я тебе помогу. Тебе лук, я картошку. Хотя, наверное, для начала можно мясом заняться мне, да? Ну, я люблю сначала приготовить все продукты, чтобы они были почищены и приготовлены, а потом уже складывать их. Ты знаешь, Лиза, на самом деле это у тебя правильная мысль. Почему? Потому что когда ты готовишь уже для себя ингредиенты, подготавливаешь их, тебе готовить легче. И таким образом у тебя на кухне и на столе все порядок. Да, здесь для меня важно две вещи. Первое – это порядок. Второе – это без суеты готовить, потому что когда готовишь без суеты, это определенная такая медитация, процесс. И я люблю, когда подтягиваются другие участники семьи. Там один что-нибудь чистит, другой разжигает костер. Это для нас, в принципе, такое событие. Мы встречаемся в выходные на улице, разжигаем костер. И все задействованы. Даже 4-летний сын подходит, говорит, чем помочь, принести ли тебе там половник или что-то такое. Он это любит. В общем, для нас это приятное времяпрепровождение, не просто взять и поесть. Он начинает разогреваться, наливаем масло, наливаю на глаз, но чтобы дно было заполнено. Вот так. Сейчас мы сюда положим лук. Я буду резать лук, а ты снимай с косточек мясо. Хорошо. Вот. Как правильно режут лук шеф-повара? Мне интересно. О, так как требует рецепт. Ну, на самом деле есть много очень интересных нюансов. Во-первых, есть люди, которые не любят вообще лук. Да. Но в рецепте оно есть. Естественно, в таких ситуациях ты маскируешь вообще нарезку, может быть, пюрируешь. Ну, ты готовишь так, чтобы оно вообще пропало, скажем так. Но если у людей аллергичность, ты, конечно же, должен это выяснить, то в этих случаях, конечно же, не добавляйте вовсе. Все, сейчас будет шкварчить вкусненько. Ну, ты лук, получается, обжаришь заранее, да? Ну, я обжариваю чуть-чуть лук и туда мясо сразу кидаю. Да, я его буквально вот чуть-чуть. На костре вообще нельзя ни минуты. Буквально скидываешь лук и сразу мясо. Ну, а здесь, я думаю, у нас будет небольшой запас. Окей, лук поджарился, стал золотистый. Добавляем мясо. Ну, мы жарим все время на сильном огне, я правильно понимаю? Да, ну мы же представляем, как будто у нас все на костре. Вот, и наша задача сделать сейчас мясо так хорошо прижарить, чтобы оно прям так может быть, даже чуть-чуть начало подгорать, стать коричневеньким, таким загоревшим. Потому что все равно потом, когда добавятся все овощи, влага выйдет, и оно будет, в общем, хорошо там протушится. Супер. Все, отлично. С помощником веселее готовить. То мои помощники-то они помогают, но они больше вокруг бегают, настроение создают. Ну, пахнет очень вкусно, конечно. Ну, все, что с луком, оно всегда
Да. И не солим. Просто А так. почему ты не солишь? Ну, я люблю в конце. Потому что я иногда добавляю разные ингредиенты. Иногда туда, например, могу добавить соленые огурцы. И поэтому солю в конце, чтобы лишнего не пересолить. Друзья, я вам поделюсь очень ценным советом. Солить всегда лучше. Лучше всего в конце, когда вы работаете особенно с мясом. Почему? Потому что, попадая соль в мясо, мясо начинает отторгать свою влагу, сок. И таким образом ваше мясо становится более сухим и жестким. Поэтому лучше всего именно в процессе тушения, жарки в большом количестве соль добавлять только в конце. Вообще, до смешного, моя семья знает, что я могу забыть посолить, не заметить и съесть. Ну, просто я как бы к соли очень равнодушна. Ну, на самом деле, каждый ингредиент имеет свой очень яркий, хороший вкус, если использовать, опять же, сезонные ингредиенты. Поэтому, в принципе, иногда даже и нет нужды их солить. Но иногда соль доводит все до нужной консистенции. Потому что на самом соль – деле. это усилитель вкуса. Да, да, это верно. Проверяем, что там у нас готовится в казане. Уже очень вкусно пахнет. Вообще нереально. Индейка уже дала некоторый сок свой. Вот, и начала поджариваться. Я думаю, что пора резать овощи. Поскольку рецептов много и у каждого свой какой-то подход, опять же, люди по-разному готовят. Скажи, пожалуйста, имеет ли какая-то последовательность закладки овощей в твоем блюде? Да, в принципе, нет. Я делаю это в таком порядке. Самые твердые овощи сначала и все в сторону картошки. После картошки помидоры, зелень. Зелень вообще в самом конце, когда уже все приготовилось. В самом конце зелень. Да, когда все готовится на костре, то у меня вообще нет никаких перерывов. То есть я режу, складываю, мясо пока жарится, я режу овощи. Здесь, я думаю, что можно сделать минут 10-15, вот дать ему потушиться и прижариться. Ну, в принципе, пока мы с тобой болтаем. Ну, это прямо история про как раз такое диетическое блюдо, когда вот не спеша дома можно поготовить на костре и прям, ну, про домашний вот это очаг как раз, да, вот Да, блюдо. да. Ну, тут как бы нет никакой суеты, просто спокойно, размеренно о чем-то своем хорошем подумать и готовить. Погнали. Так, я режу морковку. Я люблю, когда еда еще и красивая. Поэтому мне очень важно, чтобы все было не развалившееся, все ярко сочеталось с яркими цветами. Ну, например, если я добавляю сюда болгарский перец, помидоры у меня уже есть красные, я стараюсь покупать желтенький болгарский перец, чтобы все было красивенько. Смотри, я чеснок буду резать просто пополам, но не поперек, а вдоль. Таким образом, чеснок весь вкус, весь отдаст наилучшим образом, и чеснок при длительном приготовлении, оно пюрируется, то есть оно разваривается полностью, поэтому максимум вкуса быстро отдаст и быстрее пропадет из вида. Я его добавляю как придется, по настроению. Либо у компании, с которой я кушаю, я спрашиваю, кто любит, кто не любит. Я люблю, например, когда дольки целые, они потом спеклись, и их положил на тарелку и съел. Да, вот, то есть... Но так любят не все. Вот, поэтому показали более универсальный способ нарезки чеснока. Добавляем? Да. Давай я чеснок добавлю вначале. Давай. Так будет больше вкуса. Можно будет прямо так скинуть морковку и дать вот постоять, не перемешивать чуть-чуть, а перемешаем уже после картошечки. В общем, картошку так же, как и морковь, да? Если мы отталкиваемся от размера мяса. Если любите крупно, можно даже, если не крупная картошка, на 4 части. Если любите все мелко, то можно поменьше. Я такими средними какими-то вот кубиками. Ну, примерно так, да? Да, да, вот как раз. Вот здесь вот у меня тонкий кусочек, я вот прям даже на 4 части всего. Ну, таким образом картофель в пюре не превратится. Да, очень важно, чтобы все сохранило свою форму. Так здорово готовить с помощником, мне так нравится. Не говори. Почти последний ингредиент – это томаты. Они вместе с чесноком и базиликом дают самый классный аромат. Режем их мелко, четвертинками, наверное, вот так вот. Ну, тоненько я режу, но я их не перемешиваю. Я их сверху заложу, сейчас мы все помешаем и сверху заложим. Они будут тихонько томиться и давать сок и пропитывать все блюдо. Можно даже попки не срезать, теоретически, если это особенно домашние помидоры. Самый вкус делать такой жаркой на мой день рождения, 25 июля. Ого. Уже есть помидоры, огурцы, картошка практически своя. В общем, кроме мяса, все с огорода. Вообще на даче удовольствие готовить.
особенно из овощей, из всего-всего такого с огорода. Ну, Потому это- что все вкусно получается. Да, кстати. Все, что природа создает, только идеальные шедевры. Я начинаю пока помешивать тогда. Да, мы еще не мешали после того, как на мясо закладывали все овощи. Сейчас мы все перемешаем. Можно даже посолить, наверное. Огурцов у нас сегодня не предвидится. Так вот тщательно перемешаем. Солю на глаз. Ну, По большой. вкусу. По вкусу. Я примерно понимаю, что вот это такая щепотка должна быть. Но главное помнить, что разная соль, да, она по-разному По-разному дает соленая. соль, То есть лучше использовать ту, которая привычная, без Эксперимент. Эксперимент. Вот соль это тот ингредиент, который не стоит с ним экспериментировать. Надо уже с проверенным, Да, как да. говорится, работать. Да, все, вот так сверху сейчас закинем и прямо закроем. И уже трогать не будем. Думаю, что минут на 15-20 точно можно. За это время можно нарезать хлебушек, приготовить другое блюдо, какой-нибудь стол собрать. И прям как раз к столу будет горячее. Ждем 15 минут. Жаркое почти готово. Да, я думаю, что оно уже почти-почти готово. Мы пока болтаем с тобой, я начинаю уже отделять базилик от вот этих толстых стебельков. Он очень ароматный, но на самом деле вот эти стебельки я не люблю. Мне кажется, очень важно, как ты дома готовишь. Обычно я это дочке даю. Ну, они вроде думают, что... Не думают, они с удовольствием помогают. Вот. А я избавляю себя от этой рутинной работы. А я добавлю, на самом деле, из именно стебельков появляется горечь. Да, да, наверное, да. Да, можно это, в принципе, просто порвать на такие произвольные Не очень кусочки. крупно. Ой, ну, Да, то есть ну, я вот так вот люблю просто стопкой их сложить и также произвольно нарезать. Мы томаты сверху положили, не перемешивали, оно дотомилось. Закидываем базилик и сейчас будем мешать. Я думаю, что сейчас раскроется такой аромат. Это Ох мой любимый момент. вот особенно, когда булькает, и когда запах вот этот выходит. Там сразу Класс. и мясо. И бульончик. Да, лук уже практически не заметен, там он подтомился. А чеснока-то и нет. Да, чеснок вообще отсутствует как будто бы. А вкус есть. Ты чеснок видишь? Нет, а он есть. Поэтому Да. помните, Смотрите, сколько там сока у нас получилось. Я очень довольна, потому что иногда бывает, если, например, вместо индейки я использую куриную грудку, то приходится добавлять какой-то, воды или какой-то бульон. А здесь прям как надо. ну, для тех, кто любит пожиже, им вообще будет идеально. Да. Все, мы оставляем буквально, либо если на костре, то снимаем с огня, и оно доходит под крышкой, а пока сервируем стол. Либо на плитке можно еще на 5 минут оставить и начать сервировать. Ну, можно и, на самом деле и выключить, если вы готовите на плитке, поскольку посуда торговой марки «Мечта» имеет толстостенный Да, корпус, да. то тепло будет равномерно распределяться в блюдо даже тогда, когда вы его не будете готовить, держать на огне. Поэтому помните, толстый корпус решает многое. Да. Наше блюдо готово. Лиза, спасибо тебе за рецепт. Мне было очень приятно готовить вместе. Мне понравилось готовить в казане торговой марки «Мечта». Я думаю, что получилось очень вкусно. И впереди я готова поделиться еще какими-нибудь интересными рецептами. Мы с удовольствием поделились с вами новыми рецептами от Лизы, поэтому не пропустите, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и следите за нашими новыми видео. До новых встреч. Пока.